Январский ветер выл, словно раненое животное, проносясь через двор на окраине поселка. Снег намел глубокие сугробы у забора и вокруг покосившегося сарая. Мороз рисовал на воздухе белые кристаллы, а ночная темнота казалась плотной, как сукно. В углу двора стояла старая металлическая клетка, покрытая инеем. Ее прутья в лунном свете блестели, как кости. Внутри, свернувшись тугим комком, лежала собака Алабай. Некогда мощная, гордая, теперь уменьшившаяся до тени собственной величины. Шерсть ее была грязной и свалявшейся, в колтунах собирался лед, лапы белели от корки замерзшей грязи. Дыхание вырывалось короткими облачками и быстро таяло в морозе. В глазах Геры, темных и больших, не было привычного надменного блеска, в них отражалась одна лишь усталость, будто жизнь в ней была на исходе. Дом молчал, словно и он скорбел. На крыльце тускло горел свет, но хозяин не выходил. Сильная фигура мужчины с тяжелым взглядом и руками, пахнущими табаком, осталась в тени. Клетку он поставил 3 дня назад, просто вынес и запер. Когда к нему подошла соседка, небольшая женщина в платке с глазами полными прожитых лет, и спросила, зачем так поступил, он ответил коротко и бессердечно: «Заслужила». Это слово прозвучало как приговор и, казалось, тяжело упало на снежную землю. Надежда Петровна не могла забыть взгляд Геры. В свое время она держала дворников, лечила подранков, штопала раны и кормила бродячих. Ее руки знали запах шерсти и бесконечных забот лучше, чем кто бы то ни было в этом поселке. Для нее тот взгляд был другим. Не страх и не агрессия, а какая-то усталая покорность, которую и не выразишь криком. Ночь она не сомкнула глаз. Каждая минута казалась вечностью. Она слышала, как ветер за окнами завывает, и боялась, что утром увидит в клетке уже мертвое тело. Но мужик, по ее опыту, был человеком непреклонным. Жестокость у него не вспышка, а свойство. Утром Надежда, завернувшись в старый платок, позвонила племяннице Светлане. Светлана не была волонтером в привычном смысле. Она не писала с эмоциональными заголовками в соцсетях и не устраивала сборы. Она действовала, находила врачей, договаривалась о перевозках, выбивала разрешения и лично увозила животных в безопасные места. Услышав дрожащий голос тетушки, она не стала спорить. «Я приеду. Жди». Та кивнула, хотя никто этого не увидел. Это было решение, которое давало надежду. Когда Светлана подъехала к двору, снег хрустел под ее ботинками, мороз шипел в нос и уши, а фонарь ее машины вырезал из темноты очертания. В руках она держала теплое одеяло и фонарик. Слепящее отражение инея на прутьях клетки выхватило из ночи угадывающий силуэт собаки. Гера не шевелилась, но когда луч фонаря нагрел ее глаза, в них забрезжил слабый, но живой отблеск, уголь, который еще можно было раздуть. Хозяин выглянул на крыльцо, крепкий, низкий, с сигаретой в руке. Его голос был хриплым и грубым. «Чего лезете?» Он нашел оправдание. Сожрала цыпленка. Предала. Слова, которые в его устах звучали не как объяснение, а как закрывающий аккорд. Надежда была в шоке, но Светлана стояла твердо. Опустившись на колени у клетки, она тихо позвала: «Гера, я здесь». Бездушие человека на крыльце не могло смягчить ее решимости. Она открыла ржавую дверцу, скрип которой разрезал морозную тишину, и осторожно просунула руки под тело собаки. Оно было тяжелым и холодным, лапы скованы льдом. Задняя нога лежала неестественно, словно сломана или вывихнута. Когда Светлана вытащила Геру, та издала слабый звук. Не рычание и не скулеж, а смесь боли и малого утешения. Ее движение было почти механическим.
Человеческая рука, теплая и мягкая, внезапно появилась вместо холода железа. Надежда передала одеяло, прижимая его к телу, как теплую обертку жизни. Хозяин наблюдал с крыльца, не проявляя сострадания, он лишь бросил: «Сдохнет, Бу, и ладно». Но эти слова не сломили замысел убирать собаку из клетки. Люди, готовые терпеть черствость, редко меняются сразу, но иногда рядом находятся те, кто действует вопреки. Дорога до дома. Любы заняла несколько минут, но для Геры это были часы. Люба, женщина средних лет, когда-то медсестра, а теперь человек, лечащий животных у себя дома, встретила их у дверей с чувством, будто каждая новая спасенная жизнь – частичка ее собственной. Она укрыла Геру, слушала пульс, проверяла дыхание, осматривала лапы. Обморожение, истощение, возможно, травма задней ноги, говорила она, не теряя спокойствия. Их работа была тихой и точной. Раствор в капельницу, обработка обморожений, теплые грелки и лекарства. Ночью они не спали. Капельницы, разговоры шепотом, ожидания – во все это было частью большого испытания. Надежда, сидевшая в углу, шептала тихие истории из прошлого, о своих дворнягах, о детях и внучке, о том, как когда-то мир казался проще. Эти рассказы были не для собаки, они были для сердца, чтобы плести вокруг Геры покрывало заботы. Светлана ловила каждое движение питомца, помня о собственных ранах, о разводе, о годах, когда жизнь казалась клеткой. Для нее спасение Геры было и делом совести, и способом залатать собственные трещины. Ночь тянулась медленно. Когда за окном начало светать, Гера слегка шевельнулась, уши дрогнули, глаза приоткрылись. Это был крошечный, но важный знак. Собака выбирала жизнь. Люба улыбнулась впервые за долгие часы. Пока держится, есть шанс. У людей, собравшихся вокруг стола, в голосах появился оттенок надежды. Они знали, что первые сутки решают многое. Дни в доме Любы шли размеренно, как капли талого снега. Гера была хрупка. Ее диета строилась на небольших порциях, питание кашаау через капельницу и с ложки. Обморожения начали отступать, но задняя лапа оставалась неподвижной. Напоминание о том, что клетка оставила свой след не только на теле, но и в душе собаки. Она не ела сама, а лишь принимала поднесенную еду. Однако глаза стали бодрее, и это вселяло веру в восстановление. Светлана приходила каждый день, неслышно сидела рядом и просто была. Часто слова не требовались. Присутствие человека, теплый голос, легкое поглаживание – этого было достаточно. Надежда навещала чаще, принося бульон и домашний платок, в котором всегда хранился небольшой талисман доброты. Люба шевелилась как заведующая спасательным пунктом, принося медикаменты, повязки и тепло. Их усилия плотно переплетались. Каждый мелкий жест складывался в большую работу. Весна приходила робко. Снег сошел, земля размягчилась, появились первые проталины. Гера медленно выходила из состояния оцепенения. Она уже позволяла поднести к губам кусочки сыра, иногда сама брала еду с рук. Маленькие победы радовали всех. Первый укус, первое теплое движение, первый легкий лай при виде хозяина в новом доме. Доверие возвращалось медленно, но верно. Появлялся иной взгляд. Не пустота, а внимание. Не страх, а заинтересованность. Сообщество заметило изменения. История о замерзшей Алабае разошлась по соседям и знакомым. Кто-то приносил корма, кто-то предлагал помощь, кто-то просто интересовался. Люди, раньше прохладно относящиеся к чужой беде, начали совершать мелкие, но значимые поступки. Анонимно подкидывали лекарства в дом Любы, помогали с переводами в приюты, предлагали свои услуги по уходу. Так маленькая искра милосердия зажгла цепочку действий. Искала Гере постоянный дом долго и тщательно. Она требовала не только ухода, но и терпения.
человека, который поймет ее медленное возвращение к жизни. Им оказался Павел, бывший кинолог, живший в соседнем селе. Его руки были натружены, но в них читалась бережность. Павел не искал служебного собаки. Он искал друга. Когда он впервые увидел Геру, его глаза, усталые от жизни, смягчились. Он сказал просто: «Она моя». Эти слова стали для многих финальной нотой надежды. Переезд прошел тихо. В машине Гера смотрела в окно. Ее уши двигались на каждой ухабистой неровности дороги. Павел ждал у калитки без лишних слов, а когда Гера впервые шагнула в его двор, между ними словно щелкнул невидимый замок. Она подошла и немного смущенно положила голову ему на руку. Знакомство. Далекое от бурного доверия, но честное и глубокое. Надежда и Светлана смотрели с некоторой грустью и одновременно радостью. Она уходила в дом, где ее ценили не за охрану двора, а за то, что она такая, какая есть. Жизнь у Павла была медленной и стабильной. Гера спала у печи, кормила ее полноценно, гуляла в просторном дворе с яблонями и клумбами. Сначала она была осторожна. Резкие звуки все еще могли напугать, а люди в форме напоминали о палках и холоде. Но Павел дал ей пространство и время. Вечерами он сидел рядом у лавки, гладил ее седую морду и рассказывал истории, голосом, который не требовал ответа, а предлагал спокойствие. За год Гера изменилась, хромота стала почти незаметной, шерсть отросла, и в походке появилось горделивое достоинство. Иногда она еще сторожила двор, но чаще гуляла медленно вдоль забора, обнюхивала землю и радовалась обычному простому свету. Светлана навещала ее время от времени, их встречи были тихими, без драматизма, но наполненными пониманием. Две души, которые спасли друг другу жизнь. Со временем в поселке изменилось отношение к бездомным животным. Люди стали внимательнее, разговоры в кафешках теперь включали план помощи, адреса приютов и контакты неравнодушных. Мелкие добрые поступки накапливались и создавали атмосферу, где можно было не проходить мимо. Надежда продолжала приносить бульон и садовые овощи тем, кто нуждался. Люба расширила свою практику, обучая других, как ухаживать за обмороженными лапами и проводить реанимацию в полевых условиях. Светлана участвовала в организации групп помощи и аккуратно, без пафоса, создавала небольшую сеть спасения по округе. Павел стал наставником. Он обучал волонтеров, как работать с собаками, пережившими травмы. Гера прожила еще много лет. Она не стала легендой, не стала породистой звездой. Она стала тем, чем и была изначально – живым существом, которому дали второй шанс. Ее стареющая морда стала знаком прожитых лет, а седина в шерсти – отпечатком времени и пережитых горестей. Когда пришел ее последний час, Павел держал ее лапу, а Светлана и Надежда молча стояли рядом. Они говорили мало, слова казались в этот момент лишними. Прах Геры лег под яблоней, где летом ее следы еще свежо читались в траве. Павел сделал простую могилку, положив на нее старое одеяло, в котором та впервые согрелась после клетки. Это была теплая и честная могила. Память о Гере осталась в людях поселка. История начала распространяться, школьники обсуждали ее на уроках, в библиотеке вывесили листовки о правилах обращения с животными, а в местной газете вышли маленькие рассказы о доброте, начавшиеся с одной спасенной Алабаи. Все эти маленькие изменения складывались в одно большое – чувство, что даже отдельный акт милосердия может быть началом перемен. В доме Надежды появился новый платок, другой, но с тем же запахом бульона и весенних яблок. Светлана научилась не держать все внутри и нашла в себе силу помогать дальше. Люба получила больше пациентов и больше смысла в работе.
Павел иногда ходил в гости, принося яблоки с сада и рассказывая о новых методах ухода за больными животными. Люди, которые когда-то проходили мимо клетки, теперь с любопытством и уважением смотрели на тех, кто когда-то спас одну собаку. История Геры – это не только рассказ о спасении, это рассказ о том, как одна маленькая искра заботы и решимости может разогнать мороз равнодушия и растопить лед в человеческих сердцах. Это напоминание – нельзя равнодушно смотреть на страдания, ведь любое действие, каким бы малым оно ни было, способен изменить чью-то судьбу. И когда в следующую суровую зиму ветер снова начнет выть по дворам поселка, многие прохожие вспомнят не только холод и скрип ветвей, но и теплые руки, одеяло в кузове фургона, печку в доме Любы и тихий, но уверенный лай, который однажды сказал миру: «Я выбрала жить».